Всем привет, я Гела, и сегодня у меня видео для вновь подписавшихся, для новичков в пэтчворке и, возможно, даже для художников, потому что изобразительное искусство, оно ведь помимо там живописи, скульптуры, там кино и так далее, может быть и вот в швейном даже деле. Вот. И сегодня одну из таких техник я вам покажу. Вот для этого мне нужна ткань основа, на которой мы будем, так сказать, рисовать. Потом у меня есть вот такая органза, она, видите, продается и широкая, и узкая, в таких рулонах бывает. Качество даже немножко отличается разного, да. Вот, но в принципе можно использовать все, что вы найдете. Это может быть тюль. Бывает очень красиво смотрится тюль с рисунком каким-то уже на тюле, да. Вот такие фатины, сетки, могут быть шифоны, в общем, любые прозрачные, там кружевные какие-то ткани, может быть, да, любые прозрачные ткани. Дальше, что нам еще нужно, это, булавочки вот такие, их нужно много. Вот, ну и, собственно, все, что, в общем-то, и нужно нам для нашего изобразительного искусства, так скажем, да, творчества. Вот, а творить мы будем вот из таких красок, то есть вот из всяких обрезков. У меня осталось много обрезков от в прошлом видео я показывала одеяло радуга, да, но я решила, я не буду уже там какие-то сюжеты определенные рисовать, я просто покажу сегодня технику, саму технику, а вы уже сами придумаете для себя. Вот таким образом мы высыпаем все наши кусочки, какие у нас есть, и все это выкладываем или в определенном каком-то порядке, сюжеты там по цветам, как угодно, крупные, мелкие, это могут быть какие угодно лоскутки и обрезки, пряжи, нитки, там все, что вы хотите, все, что вы найдете. Можно все это сдобрить этим всякими пайеточками, там, я не знаю, все, что угодно насыпать. Ну, в общем-то, я так вот абстракцию такую сделаю сегодня, чтобы вам было просто понятно. Вот. И вот таким образом можно создавать даже какие-то сюжетные картины. Но картины картинами, конечно, это могут быть панно картины, даже в раме на стену. А вообще такое полотно очень здорово использовать там в создании там всяких сумок, косметичек, даже курток, там что хотите, в общем, на ваше усмотрение, все что угодно можно сшить из такого полотна, оно получается потрясающей красоты. Вот, и теперь я выбрала такую бежевую органзу и самую-самую такую прозрачную, чтобы минимально там цвета было в ней, да. Вот такая органза у меня. И теперь этой органзой мы все это, наше художество, всю эту прелесть накрываем. Вот. И можно все это пригладить утюгом. Я прям через ткань сейчас как следует все это припарю, чтобы тряпочки улеглись. Вот. Это может быть и потолще слой, даже на синтепон можно сыпать, да, если вы хотите там какое-то плотное полотно. Вот. И тонкое может быть, то есть это лоскуты могут быть определенной заданной формы, вырезаны, как мы в детстве аппликацию из цветной бумаги делали, также и тут, да. То есть это все уже такой творческий процесс на ваше усмотрение. Ну и вот так вот через ткань или прям поверх, там, смотрите, все это как следует припарим, пригладим. Вот. А следующий этап, нам все это нужно как следует сколоть. Вот. Конечно же, существуют технологии, там существуют эти флизелины, всякие клеевые, там водорастворимые флизелины, да, но я хочу показать то, что даже не имея там особо ничего, вот, просто без всяких клеев, даже вот так вот можно вполне все это сделать, понимаете? Вот, и если вам интересно, мы
делали даже сюжетные, даже с лицами. Всякие картинки, шили сумки. В общем, у меня есть плейлист «Пицца». Вот, и там вы все это посмотрите. Все полюбили эту пиццу, весь интернет шьет пиццу, все обожают эту технику. И, возможно, вы уже даже видели и слышали. Но с прибавлением людей прибавляются, все равно продолжаются вопросы. Поэтому я сегодня вот такое вот решила сделать из обрезков от радужного одеяла, которое я покажу попозже, подальше там. Вот, видите, как следует все это скалываем. Я даже не вижу, где там. Вот для этого булавочки лучше с жемчужинкой наверху, чтобы их хоть видно было, а то не видно совсем. Все, в данном случае я начинаю из центра, прям по кругу, по спирали стягать все это наше полотно. Но стягать можно как угодно. Опять-таки, там плейлист «Пицца», ссылку я оставлю, посмотрите. Стягать можно как угодно. Хоть ромбиком, хоть квадратиком, хоть полосочками, хоть там свободно ходовой стежкой. Кстати, тоже пицца смотрится очень красиво. Тоже дальше там покажу полотно. Вот. Ну, я, собственно говоря, все это миллионы раз показывала уже, поэтому особо там именно саму технологию. Вот это простейший абсолютно, вы видите метод, да, все на ваших глазах. И какая красота получается. То есть вам даже там бежать куда-то что-то покупать сейчас, вот вы прямо здесь и сейчас можете там, я не знаю, покопаться из старой одежды, там из чего-то собрать все свои тряпочки и ниточки ненужные, и вот таким вот образом попробовать сделать вот такую прелесть, и у вас обязательно что-то да получится. Еще красиво смотрится, вот, например, фоны вот такие вот делать, да, вот, то есть на таком фоне уже изобразить там какие-то, ну, у меня есть тоже видео, где я делала носорога. Вот, кстати, тоже ссылку оставлю, очень красивая такая, ну, тема. Вот, может быть, тоже вам будет интересно, поэтому проходите, смотрите. И вот сейчас я дошью это полотно, да, и я вам покажу два варианта. Я одно сложила под стекло, а другое без стекла в раму. Вот. Мне кажется, здесь никакое стекло уже не нужно, потому что это еще одни лишние блики. И вы знаете, я пришла к тому, что никак не могу снять и передать всю прелесть, потому что все это так красиво бликует, и сама органза еще дает вот это все. В общем, девочки, попробуйте, вам обязательно понравится. И хочу сказать, не только в раму. Это очень классное, такое крепкое, красивое, необычное такое полотно получается для шитья всего, что вы захотите. Вот. Вот видите, вот таким образом. Сейчас я пройдусь еще раз между ними, чтобы почаще было. В принципе, возможно, и так достаточно, но мне хочется почаще его простегать. Только, ну, вот я вам просто показала. По ходу дела убираете булавочки, пока стягаете. Вот. И вот такая прелесть у вас получается. Вы знаете, я не специалист, но если вы художник, если у вас вот художественный вкус, там, образование, да, вы понимаете, то вот в такой технике вы тоже можете создавать свои шедевры, и, возможно, вам понравится и такой вид изобразительного искусства. Вот. Это как в музыке. Музыка, она ведь исполняется не только там, допустим, на фортепиано, там и труба, и виолончель, и все что угодно, да, а также и в изобразительном искусстве. Это не только живопись, но и скульптуры, и всякие там, ну, тоже кино, это же все изображение, да, всякие там аппликации и так далее, ну и в том числе из ткани. Вот тоже можно создавать очень красивые изображения. Вот.
И даже вот так вот хаотично насыпав свои тряпочки, вы получите вот такую вот прелесть, вот такую абстракцию. Эти абстракции очень красиво смотрятся, кстати, если на стену, то очень красиво смотрятся на светлом ровном фоне. Ну, может быть, нет, не только светлом, но вот на стене тоже смотрится красиво. У меня, к сожалению, нет возможности показать, ну, сейчас, по крайней мере, всю эту прелесть, там повесить, чтобы в интерьере как следует было видно. Но я повесила там на кухне, там просто есть куда повесить. Просто для демонстрации вам. Но так, в целом, в интерьере, конечно, очень здорово смотрятся такие картины. Вы, наверное, обращали внимание. Сейчас вообще это модная фишка. Всякие вот такие абстракции. Смотрите, какая прелесть. И органза это дает блики. То есть я к тому говорю, что если вы захотите сшить вот такую сумку, ну пусть не из таких ярких цветов, там кто-то меня вечно ругают за то, что вот цыганщина, пестрота там и так далее. Цвета-то можно подобрать какие угодно. Цвета это все вкусовщина. Для вас пестрота, для других красота, понимаете? Это все на вкус и цвет. Но я саму технологию, а цвета, от сюжета, вот это все вы можете подобрать самостоятельно. Очень красиво смотрятся такие вещи. И вообще лоскутное шитье, в принципе. Например, один цвет в разных оттенках, когда сочетают ткани, да, и даже вот принтованные всякие, там, допустим, в красном, в нем миллион оттенков, и все эти оттенки собирают лоскуточки, да. Вот, это очень красиво смотрится. Ну и также, конечно же, как классические, так и ну, сочетание цветов, так и несочетаемые можно вполне пробовать, экспериментировать. Вот я центральную черно-белую убрала, повесила, чтобы было вот посмотреть, как оно на стене. Ну и у меня нет подходящих рам, конечно. И вот то, что было, я воткнула. Вот эта вот картинка, вот эта вот пицца, она без стекла. Ну, невозможно, конечно, вот так не могу передать. И да, можно и вот такие вот сшить картинки, все это из ткани. А это вот самая первая, моя самая первая. Так, а вот эта картина, да, она... Ну, конечно, многое зависит от подачи, да, если в раму, то какая это рама, там, паспорту, не паспорту, там, цвет и так далее. Я уже сделала вот то, что нашла, пока просто вам продемонстрировать. И вот здесь свободно-ходовая стежка, это мои тренировки, да, попытки, пробы пера. И вот по такой пицце. Ну, очень красиво, вот такая штука здесь... На фоне толком не видно. Если вот на ровном фоне, на стене, на светлый, там на какой, смотрится это просто превосходно. Вот это я что-то пробовала, это лет, там, не знаю, 10, больше даже назад. Там, так, вот такие вот картиночки. Ну, а вот это вот под стеклом, видите, но стекло мешает. Вот я не знаю, видно вам или нет. В деле я посмотрела, стекло не нужно, оно дает еще лишние блики, не видно. Вот, поэтому без стекла. Вот из этого одеяла вот эти обрезочки я взяла. Ну, и, конечно, не только от этого, у меня полно обрезков. Вот, и все их можно использовать. А в свою очередь вот такие одеяла можно шить, опять-таки, тоже не выходя из дома, как говорится. То есть фишка тут в том, что ни одна ткань специально для пэтчворка не куплена. То есть из старой одежды, вот красно-зеленый, это вообще носовой платочек был, которыми мы раньше пользовались, да. Такие вот хбшные носовые платочки. Потом старые всякие простыни, всякие там ненужный текстиль домашний, отработанный от старой одежды, от, в общем, все можно использовать в дело. Что я и сделала вот здесь, в этом лоскутном одеяле. Ссылку на него я тоже оставлю.
Ну вот, собственно, и все пока. Возможно, когда-то вы тоже сможете посмотреть живьем все эти работы, да, но пока их видит, осязает и ощущает только Симочка. Вот. И, кстати, принесла сюда, ну, чтобы в разном свете, при разном свете показать. И, девчонки, вот когда вы уже собрали в такое одеяло, простегали там и как следует все это привели в порядок, вот, можно, в принципе, вот такими вот цветочками всякими украсить, да, свои квилты. Вот эти цветочки мы с вами делали, видео тоже есть. Ну, это так, отступление лирическое, да. Вот. И вон она, хулиганка. Первый ценитель мой. Ну, а на этом я, девочки, с вами прощаюсь на сегодня. Желаю вам приятного творчества и бесконечного вдохновения. Всего вам доброго. Пока-пока.